Привет всем любителям метания, изучающим стиль сканов. Хотел рассказать про небольшое упражнение, которое помогает осваивать эту технику и помогает, как говорится, перебороть себя в некоторых таких нюансах, которые мешают из обычной жизни перейти в этот стиль. Используется нож тупой обязательно. Можно даже без дюбки. Главное, чтобы он был ручка наподобие того, как нож при метании. Обязательно я ставлю темляк, потому что если это упражнение делать без этой, грубо говоря, веревочки, то нож может куда-то улететь. И были такие прецеденты, когда при неаккуратном обращении с ножом, с метательным, парень получил травму. То есть острием попал себе в ногу, когда баловался, грубо говоря, лежа на диване с ножом. Для этого нож тупой и использовать темляк. Темляк должен быть немножко длинный, чтобы свободно могло нож для этих упражнений не имел никакой жесткой фиксации, чтобы он и хват производится за край рукояти, то есть стандартный сканков хват для стиля сканов. Столкнулся с некоторыми вопросами, которые по ходу возникали метания. Были такие проблемы. При резком выводе ножа иногда срывался палец. Потом не хватало умения или навыков, чтобы вовремя отпустить нож. Потому что в стиле сканф нож нужно отпустить практически одновременно с движением корпуса. Это будет движение, но там несколько получается очень короткое движение, это рывковое движение, короткое. Для того, чтобы ему научиться, тоже это надо очень много времени. Потом такой вопрос возникал. Сопровождение, то есть как удержать нож на обухе, обухом на пальце. То есть при броске нож натягивается, выбираются люфты, происходит рывок корпусом, и нож после короткого рывка остается висеть, грубо говоря, только на одном пальце. И какие решения этой проблемы? Юрий Федин предлагал в свое время тренироваться с помощью стола и стенда. То есть, когда делаешь рывок, нож на пальце, выбирает люфты, и потом в результате рывка нож остается висеть на пальце и отправляет нож в стенд. Чтобы как-то это упражнение иметь возможность более совершенствовать без стенда, я использую нож, в него ставлю темляк, такой длинноватый, чтобы где-то была свобода какая-то движения. Темляк обязателен, нож обязательно тупой, нож этот тяжелый, где-то грамм 300. То есть чисто для того, чтобы, как говорится, тренировать связки, тренировать движения, потому что при рывке, при броске усилие будет даже еще намного сильнее и намного мощнее, и придется держать, рывок производить уверенно, и чтобы нож никуда не срывался и шел нормально. Основной вопрос — это то, что нож сходит, не попадает при выводе его на ударный, тянущим усилием при выходе на ударное положение, на бросковое положение, в котором начинается донатяг корпусом, рывковое движение, или бедром, или
плечами. То есть нож сходит иногда с пальца, не попадает. Следовательно, бросок в этот момент не получится. Если он придет так, тоже не получится. Я раньше предлагал упражнение вот такого плана. То есть нож для того, чтобы тренировать мышцы руки, для того, чтобы фиксация была хорошая. Потому что пускай нож в плоскости вот этой, он должен очень хорошо ходить. Без всяких каких-то люфтов его нельзя фиксировать. А в плоскости вот этой, это паразитное движение, и это нежелательно делать, потому что иначе он не попадет на палец. В классике Юрий Федин предлагал или так рекомендовал, чтобы палец был не сопровождал нож в процессе замаха. А это вызывает очень большие сложности в том, что для того, чтобы нож, который свободно идет, чтобы он попал именно туда, куда надо. Это очень сложно. Поэтому предлагаю вот такое упражнение, которое научит фиксировать нож и пальцами и приводить его в нужное положение. Также это упражнение дает возможность развивать связки, выбирать люфты и еще при начале броска вести нож, сопровождать его пальцем. То есть вот как это выглядело за столом, допустим. Можно нож отпускать, то есть, рывок, и легонько отпускаешь, потом опять перехватываешь его, чтобы почувствовать, как он зависнет на пальце. Когда он начинает зависать, это уже получается какой-то результат. Его не надо толкать ни рукой, ни пальцем вперед. Просто за счет того, что пружина выбирается, и он его само подфутболивает вверх. Вот. Юрий Федин предлагал использовать стол, то есть когда на столе, на какой-то основании, это проще так, когда потом это, получается, привыкаешь, как работать кистью. В данном случае предлагалось, дергаешь нож, выжидаешь, пока нож выбирает люфты, резко дергаешь, отпускаешь, сопровождая пальцем. Пальцем, как пружиной, направляешь нож в цель, где-то в верхнюю часть стенда. И так метая ножи, обучаешься. Но в случае, если, допустим, нету стенда, но хочется потренировать именно этот момент, это отпускание, можно попробовать сделать так, как я предлагаю. То есть взять, одеть на кисть нож через темляк и выполнять следующее упражнение. То есть так мы учимся работать в плоскости, но для того, чтобы именно наработать это упражнение, можно выполнять его даже лежа на диване. То есть когда на диван ложимся, выбираем люфты, рука свешивается, и вначале выполняем движение это, то есть главное, чтобы нож попадал на палец. Здесь выполнять проще, чем когда стоишь, то есть в вертикальной плоскости. Но здесь хорошо, что нож, например, идет вперед. То есть это будет точно так же, как в реальном метании. Нож выбирает люфты, связки натягиваются, и в этот момент именно этим движением тех же самых натянутых связок происходит небольшой рывок. В этот момент нужно нож отпустить.
от пальцами и на одном пальце чуть-чуть его сопроводить, чуть-чуть. Не надо много, чуть-чуть. Буквально несколько там, сантиметров, 10, 15, 20. Тогда почувствуете, одновременно научитесь выходить ножом на указательный палец, на подушечку указательного пальца, для того, чтобы оно не соскакивало и не срывалось. Если к этому просто добавить в процессе метания движение корпусом, то происходит нормальное метание. Движение пальца при самом метании, это потом я как-нибудь еще нарисую, то есть как там двигать, но где-то я уже давал схему, потому что здесь тоже имеются определенные сложности. Потому что направлять пальцем в стенд нельзя. Необходимо, чтобы палец как скользил по ножу и получалось как запятая, возвращался в обратную сторону. Особенно это очень хорошо видно, когда метаешь полуворота. Так. Ну вот, так что мы получили, что это обучение для работы пальца, обучение для работы хватовых, пальцев, которые производят хват, обучение пальца, который выполняет роль упругой деформации, направляет и выстреливает нож в цель. Третье – это обучение самому рывку, то есть пальцы производят не то что рывок, а когда нож в этом крайнем положении, мы учимся просто практически в этот же момент отпускать пальцы. Это очень тоже трудно, потому что хочется нож тянуть и направлять цель. А здесь я предлагаю только использовать деформации. Ну, потом момент отпускания, ну и само развитие сил упругой деформации и развитие сухожилий, которые работают в процессе броска. То есть, когда корпус идет вперед, а нож еще остается назад, выбираются люфты, и нож пошел в мишень. С помощью этих упражнений, таких нехитрых, где-то очень сразу практически проходится рубеж, где-то 5-6 метров, это очень даже легко. Причем, что часто нож даже на таком расстоянии он не успеет еще даже и выйти, то есть еще и больше расстояния, там 10 метров где-то. То есть упражнение очень эффективное. Вот так, спасибо за внимание. Всем пока-пока, до свидания. Подписывайтесь на канал, если кто-то хочет.
Если кто-то не хочет, не подписывайтесь.